Всем привет, друзья! С вами Смарт. Это очередное видео о старом Салтове. Перед большим выпуском я хотел бы выложить видео общения с местными жителями. Я хотел бы попросить вас не оскорблять этих людей, ведь эти люди пережили многое. Это реальная история людей. Это реальная история, что происходило на старом Салтове во время оккупации. Поэтому хотел бы попросить вас просто посмотреть этот ролик. Встречайте. Да. Ну, я коренной житель старого Салтова. Ну, что, был все время в оккупации, не уезжал никуда из Салтова. Ну, русские стояли, как бы не слышал такого, чтобы кого-то там грабили. То есть, этот самый комендантская година, да, то есть темнело все, не дай бог кто-то забирали копать окопы. Тут некоторых местных забирали копать окопы, по месяцу не было их. Копали, да. Ну, потом вернулись, все, их. То есть, и потом, когда наши, они месяц тут русские простояли, наши зашли, выбили их, и все. То есть, бои уже шли там, Верхний Салтов, Волчан, ну, там под Волчанском где-то. Ну, не в самом Волчанске, ну, в той стороне. Ну, это все как бы. Как вы выживали здесь? Выживал как? То есть мы как бы собрались тех, кто тут остались, там, то есть, общались мы. Вот, я ездил на Красной улице, жил, когда у меня сгорела квартира, я переехал до сестры. Я ездил просто, у нас было одно место, где можно было выйти на связь. И, то есть это на сельхозтехнику ездил. И вот там вот мы с людьми как бы жили, вот у них что-то есть, у нас, то есть, естественно, ничего нигде не купишь и не за что покупать. И, то есть, как бы лето, весна, жили как бы. Гуманитарку привозили, кстати, волонтеры сюда ж приезжали иногда. То есть, как бы... Русские не выдавали гуманитарку? Выдавали. Когда вот они последний раз выдавали, буквально дня за 3, наверное, когда их выбили. Я такой подошел, у меня ребенок получал. Я такой смотрю, говорю, слушай, не жарко, говорю, в этих самых, в берцах. Он говорит, так что тебе кеды отжать? Говорит, ты те самые, говорю, могу взять. Они, говорю, дырявые, отдам. А той другой говорит, а что, говорит, допросы, это не, говорю, какие допросы, а вопросы, каже. Я, говорит, беріть, каже, гуманитарку, вы, говорит, не успеете ее съесть. И вот буквально через 3 дня выбили русских. А потом пару недель тут наши побыли. И, то есть, приехали, сказали, давайте отсюда, как можете, кто есть, куда уезжайте, потому что будет тут жарко. И вот люди буквально к началу мая выехали все. А сейчас вам выдают гуманитарку? Да, выдают, вот 3 дня выдают тут уже гуманитарку. То есть выдают, да. А платят ли деньги за то, что вы были в оккупации? Не платят. Не оформлял на 1200, не заплатили. Оформлял Данскую, да, по-моему, 6600. Пока ничего. То есть тех, кто позже меня оформляли, там, не знаю, на неделю, они уже получили 3 недели назад. Вот даже мой отец, он жил, то есть, когда сюда зашли русские, он сказал, короче, все, Красные горы, и я поехал на ту сторону. До мамы, до моей бабушки. И, говорит, я туда приехал, а там, говорит, их еще больше. А назад уже сюда нет, потому что он по льду уезжал на мопеде. И, то есть, он был вот до осени, пока не приехал сюда, да. Побыл, посмотрел и уехал назад. Вот и все. А я как бы тут, пока тут, тоже, пока русские ушли, тут наши тоже куда-то их погнали. Побросали в школе все боеприпасы, все. Я же как бы в АТО служил, зашел, а смотрю, местные туда ломанулись, тут те, кто остались, гуманитар, там еду брать, вот это, что там оставалось. То есть, как бы боеприпасы, порастыкивать, там, что смог так, и взял, как бы, себе пару гранат. Потому что, когда я тут, я в АТО служил, когда русские зашли, мне из подъезда с моего кричали в спину так, мы пойдем, говорит, сдадим тебя, что ты, говорит, в АТО служил. Мне было страшно, сильно было страшно, потому что у меня 2 дочек. Вот, когда у меня возможность появилась, я взял, специально, не то, что носил там каждый день, именно вот так вот в моменты, когда, то есть я иногда, и меня вот как бы хлопнули
с ней и судят меня сейчас. То есть за то, что я хотел защищать себя, в случае чего, потому что мне кричали, те, кто улыбался мне вот так вот всю жизнь. Что они делали с теми, кто служил вообще в АТО, русские? В смысле, русский, не понял. Ну, русские, когда узнавали, что кто-то служит в АТО, что они делали с людьми? Я не знаю, тут историй всяких много ходило. Я им просто, знаете, что сказал? Говорю, они когда зашли, они ж, зачем они будут ходить в местных спрашивать? Они зашли в сельсовет, я думаю, что они бумаги все взяли, то есть охотников, атошников и милиционеров, бывших, не бывших, то есть, дергали, чтобы оружие поздавали, мысливские там, сброю, все такое. На меня, слава богу, очередь не дошла. Я слышал, что атошников некоторых, те, что на поселке были, их именно дергали. Не знаю последствия, что там, как там, потому что я не общался с ними ни с кем. Вот и так вот. Угу. Пока живем. В пятиэтажках, я знаю, то есть живу я, и живет еще один человек в 49-м. В пятиэтажке 49-й, это что первое, что делали, что сделали крышу, все, окна поставляли. То есть он со мной был с начала оккупации, то есть не уезжал никуда. Он до сих пор живет. Буржуйку он получил, установить труп нема, ничего, минус был. Я говорю, Леха, сколько у тебя, градусов в хате? Говорит, минус 4. Вот так вот спит, ночует. У меня тоже не было буржуйки, я один день переночевал, минус 3. Я потом буржуйку достал, установил, все, то есть, топлю. По воду езжу, воду привожу, естественно, кушать, когда выдавали, сказали, что вроде бы уже не будут выдавать, потому что по Салтову есть свет. А я говорю, конечно, есть, а сюда ж ничто, А у вас ни света, ни не воды? будет света, потому что, крыши побиты, влага, текло, все. Сейчас они дадут, позамыкают, сгорят, сгорит вообще все. То есть света до весны не будет. Так, живу как-то так. Нормально. Слава богу, жив-здоров. И все. И свободен. Пока. Да, Так что. ужас. Мне крикнули вслед, я говорю, и без вас там уже все знают, так что, говорю, а что ты, говорит, не скрывайся, ходишь с рюкзаком своим атошным. Я говорю, потому что они уже, говорю, без вас там все знают. И захотят, говорю, придут. То есть, А что с теми людьми, которые вам угрожали? Все поуезжали. В Россию? Да нет, где-то, я не знаю, даже где, мне не интересно, честно. Ведь они считаете, коллаборанты, раз угрожали. Я их не считаю вообще никем, потому что они переобулись, жить хотят. Честно вам сказать, когда меня приняли с гранатой, некоторые милиционеры мне сказали, у тебя вариант идти на ту сторону, вот тебя закроют. А я говорю, я в 14-м, говорю, по ним стрелял, говорю, а теперь вы хотите, говорю, чтобы я, по вам стрелял? Говорю, не, я, говорю, сяду, если что. Не хочу, конечно. Вот и все. Поэтому я тут. А некоторые, да, мародерили местные. Все ж поуезжали, приезжать, там забирать вещи, мародерили, и их поймали. И что? Они переплыли на ту сторону. Все, их нету. Тут. И много таких было? Немного. Но переобувшихся было достаточно много. Это вы меня спрашиваете? Да. Нет. То, что я знаю, вообще единиц. Вот так вот. Так что, да. Хотя ездят, хватают, выдают. Эти самые повестки, все. Вот так вот. А вот этот человек, что со мной жил с начала оккупации. То есть он живет в 49-м. Я тут всегда жил. И я тоже, Лешка. Мы с тобой не уезжали. Нас могут Здравствуйте. увезти. Не, хотели. Хотели, а меня хотят до сих пор, видишь? Вот так вот. А куда? В Череву за границу, не знаешь, что? О. Ага. Там не по, Не то, не что поездишь, даже по воду страшно. У тебя Потому что Как ты тихо-тихо. за забор не вышел, у тебя собаку разрубила, блин, Ну. осколками. Вот так вот тихо-тихо, а потом вот так вот одна сюда летит, а потом чуешь выход и думаешь, туда же, а она уже в другую. И то есть неизвестно, куда она летит.
Ну, как бы слышно откуда. Было такое, что невозможно было из квартиры выйти. Да, было такое, что да. Это на 3 свой дня с бок, подвала я не выходил. 3 дня не выходил с подвала. А я подвал вообще не прятался. Так у Я меня не прятался. 4 попадания в окно. Я не прятался, да, пока у меня не сгорело. Не спускался в подвал ни разу. А сгорела у меня в конце мая квартира. Да. Ну вот с того момента мне негде И было потом больше еще жить. долбануло у вас снаряд, что Да. вас подъезд крайне расхерячил. Да, туда уже ракета прилетела. Ну, то есть и мне как бы стало жить негде, А это пришлось мы- в подвал переехать. Вот так вот. Ну. Кажется, А потом, когда меня уже из подвала выселили, ну, пришлось идти на 5-й этаж вот, до Родительскую родителей, до квартиру. квартиры. Ну, а там нема крыши, то есть вот так вот расстает. ну и, мы соседи ну, то есть, вообще после. что рассказывать. Каток. Ну, так вот. Ужас. Я хоть топлю, а Леха, я хоть буржуйку поставил, топлю. А Леха, он, говорит, -4 живет в хате. А как вы живете в -4? Скажи, Леха. Живу. Да, и как бы, ну, Выживаю. да, ну, Бывает. Не зря парусным спортом занимался, да? да. Так что вот так вот. Выживаю. Но я живу в квартире в своей очередной жены. А в родительской нельзя, потому что крыша просела. А Потом- родительская, да, у него Там страшно, можно зайти и не выйти оттуда. Упадет плиты бетонные упадут. плиты и все. Конечно, конечно. Ну, Там тогда воды, еще папка мой был жив, воды вот такой слой был. вот так вот. Ну, а я же решил, чтобы воды не было с тазиками. Это как это, ну погоди. Вот по игру вот эту яйца ловил. Вот даже так с тазиками так бегаю. Ну, не сейчас что. Короче, Да. весело до ужаса. Да, слава богу, живы. Если среди вас есть люди, которые захотят помочь этим людям, пишите мне в Телеграм. Также хотел бы вас поблагодарить за просмотр. Ставьте палец вверх. Оставляйте комментарии. Хотелось бы вас попросить не оставлять каких-то неадекватных комментариев. Также хотелось бы, чтобы вы подписались на наш канал. Это лучшее, что вы можете сделать для нашего канала. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.